Сегодня приготовим салат из маминой тетрадки, который я случайно нашел. Это старый известный салат, но я его немного изменил. И то, что я сделал, ни секунды не пожалел. Всем привет! Итак, для начала мы подготовим все продукты, которые нам нужно. 3 отваренных вкрутую яйца разделяем на желтки и белки. Затем на мелкой терке в отдельную тарелку мы натираем вначале белки. И на той же мелкой терке, только в другую тарелку, мы отдельно натрем полностью все желтки. Далее нам еще понадобится одна отваренная заранее морковка и 2 картошки. Морковку мы натираем в отдельную тарелку на крупной терке. И на той же крупной терке нам нужно натереть только в отдельную тарелку уже отваренную картофель. Затем нам еще понадобятся консервированные ананасы. Ананасы нужно постараться понарезать на небольшие кубики. Итак, после того, как вы все приготовили, будем собирать наш салат. Собирать сегодня мы будем его через салатное кольцо. И на первый слой нам нужно взять почти полную банку консервированной рыбы. У меня сегодня будет консервированная скумбрия. И вот так вот на дно тарелки укладываем рыбу без всякой жидкости. Далее на дне тарелки вот так вот просто вилкой стараемся ее полностью всю размять. Устанавливаем салатное кольцо и уже формируем по этому кольцу первый слой из рыбы. После того, как у вас получился более-менее равномерный слой, который закрыл полностью все дно, берем майонез и делаем сетку из майонеза. На второй слой мы будем использовать нарезанные кубиками ананасы. Ананасы старайтесь добавлять так, чтобы как можно меньше сока из ананасов попало в вот эту форму. Ну и после того, как вы разровняете слой из ананасов, делаем сетку из майонеза. На следующий слой мы будем отправлять натертую на крупной терке отваренную морковку. Выравниваем ее равномерным слоем. На слой из морковки нужно добавить по своему вкусу соль и перец. А дальше наносим сетку из майонеза. На следующий слой мы будем отправлять натертую на крупной терке отваренную картошку. Ну и после того, как вы разровняете картошку, нужно добавить соль и перец по своему вкусу. И также накрываем все это майонезной сеткой. Следующий слой у нас будет из натертых белков. Таким самым образом мы стараемся их разровнять, но старайтесь белки не утрамбовывать, чтобы они были более-менее воздушными. Солим, перчим и наносим сетку из майонеза. Ну и самый последний завершающий слой будет слой из натертых желтков. Он будет выступать в виде украшения, так что постарайтесь сделать его как можно аккуратнее и так, чтобы он остался как можно воздушнее. Наверх из желтков нужно нанести красивую, ровную и аккуратную сетку из майонеза, так как эта сетка уже будет выступать в виде украшения. Салату нужно дать настояться в холодильнике хотя бы 2 часа, чтобы он хорошо пропитался. Перед подачей снимаем салатное кольцо, и для большей красоты я еще добавил вот таких вот листиков мяты. Ну что ж, друзья, я надеюсь, что вы уже догадались, что это за салатик из прошлого и что я в нем изменил. Если да, пишите в комментариях, как он назывался и какой слой я тут изменил. На этом у меня на сегодня все. Если вам понравились вот такие вот мои изменения, обязательно поставьте лайк, подпишитесь на канал, нажимайте на колокольчик и не пропускайте мои новые видео. Все самое интересное у нас еще впереди. Ну а мы с вами встретимся в следующем видео. Всем пока, всем до скорых встреч на канале Аппетитная кухня.